Всем привет! Начнем знакомство с городом вот с этой симпатичной улицы. Вернее, начнем знакомство с этой части города. Идем мы к фуникулеру, попробуем подняться, если там будет все работать. Вот такая улица здесь симпатичная, пальмы кругом. Мы вчера вечером уже здесь проходили. Еще утро, 10 часов, а уже людей на улице много. Мы вчера вечером здесь были, вообще людей не было, да? Там все были. На площади. Здесь уже начинается пешеходная зона. Машины уже не ездят. Сейчас заодно пойдем к причалу, посмотрим информацию о том, как можно поплавать на корабле. У нас есть планы, но вчера вечером мы не смогли ничего найти, никакой информации. Может, сегодня найдем что-нибудь. Вон, пожалуйста, магазинчики, очки, открытки, сувенирчики. Барабарина, флаксизи, марчезини, лимоны, сермиони. Эта улица с пальмами вывела нас на какую-то площадь с фонтанчиком. На которой мы вчера были. Да, но мы не знаем, как она называется. При желании я могу прочитать, как она называется. Где-то фонтан нарисован. Башня какая-то, видно, старая. Это вот она, Ларокко. Или нет, Ларокко это она, вот та, которая та, длинная, большая, это другое. Что-то. Там, как думаю, а может и это может. Интересная архитектура здесь. Это, На немецкую не похоже. это Пиацца Баттисти, получается. Пиацца Баттисти. Батисти, а другая Новембре. Вот с левой 3 стороны ноября какого-то. озеро Гарда. Они, кораблики вот они стоят. А, вот да, вот там. В принципе, можно... Надо было узнать вот там у людей, где билеты продаются. А вон он как раз стоит, персонал. Пойдем у него узнаем. Стефан, ты посиди тут или хочешь? Пойдем узнаем, как билеты брать, потом узнать. Мы хотели на вот этом кораблике поплавать до города Лимоне, Марчезини и обратно. Только непонятно, где покупается билет, потому что касс ничего не видно. Но если на таком кораблике плавать, лучше наверху сидеть. Оказалось, все просто. У них даже есть места, нам предлагали сейчас отплыть. Билеты покупаются прямо здесь на месте. Но мы сегодня не хотим. Это сделаем мы завтра или послезавтра. Сегодня у нас другие планы.
Какая пальма симпатичная. Вообще здесь вот посмотришь налево, красота, посмотришь направо, красота. Вот глаз не оторвать. И архитектура такая, ну, своеобразная. Мы были в Австрии, вроде бы как этот город был до Первой мировой войны австрийским. И должна быть архитектура австрийская, но нет, она все равно отличается от австрийской. Здесь больше вот такой смешанная архитектура австрийская, итальянская. Ну вот типичные вот итальянские домики, такие простенькие, темные. Лужайки какие здесь симпатичные. Цветы красивые. Вечером здесь площадь тоже подсвечивается, красиво смотрится. Так, ну а наша цель фуникулер. Будем надеяться, что она сегодня работает. Ой, какие в сторону озера посмотришь, прямо аж душа радуется от такой красоты. Все, корабль поехал. 11 часов, ну, отправка. 11 часов отправка. А там, наверное, другие все-таки тоже, да, ездят? Не, ну там получается это паромы, там написано было, что Разве даже... это не паромы, это тоже кораблики. И паромы тоже можно даже по желанию автомобиль с собой взять в Так, другой вот город. сюда, наверное, идти, в улице, чтобы туда. А, да? Да. Я так думаю, что сюда надо идти. А ну вот эта башня, которую мы вчера фотографировали. Мы с той стороны ее фотографировали, да? Вообще интересно придумано, да? Все. Ты едешь в другой город путешествовать на кораблике и можешь машину с собой взять. И также с машиной вернуться. Ну это, чтоб, например, с этого берега ты можешь туда переехать на пароме. А так-то нафига это. Ресторанчик еще пустой, столики пустые. Еще ладно. Завтрак закончился, обед еще не начался. Вообще на вот эту башню тоже можно подняться. Стоит вроде там в районе 3 евро. 6 евро. На эту башню? Да, туда и назад 6 евро. Не, на фуникулер я, да, а именно вот на эту башню отсюда. А, это конечно. Я не хочу по ступенькам лазить, если у тебя есть желание. И вчера столько километров намотали. Сколько мы вчера прошли? Не, ну назад мы прошли, когда я включила свой счетчик, у меня было 2,7 километра. А до туда там мы шли намного дольше, намного больше километров. Километра 4, наверное, где-то там, где так. Тоже попали на площадь какую-то. На площади находятся многочисленные кафе, ресторанчики. Это такой своеобразный центр притяжения. Люди сидят, кушают и любуются этими видами на гору. Так, как до него сюда где-то есть где-то, в какую улицу, чтобы до него добраться? Я думаю, нам туда надо идти. Там тоже кораблики, люди загружаются, и практически всегда они полные. Вот здесь уже корабли ходят по расписанию, а там, где мы сейчас были, там просто как экскурсии. Вот площадь 3 ноября, это называется вот здесь. Площадь 3 ноября, да? Да, а что у них 3 ноября случилось? Наверное, что-то. Ну, наверное, какое-то было в Риво-дель-Гарда 3 ноября значимое событие, раз назвали. Место очень симпатичное.
ратуша. Походу мы идем в правильном направлении. Тоже интересно. Туда или сюда? Вон, назначение. Да. Мы в какой-то тупик зашли. Это есть лист. Так, сюда дороги нету. Сюда лестница. Вот пришли мы к входу этого бастиона. Фуникулер закрытый. Нам везет на закрытые двери в последнее время. Но не судьба наверх подняться. Ну, пойдем тогда прогуляемся вдоль озера. Напротив этого бастиона вот такой вот отель есть. Отель Европа. Практически он находится у самого озера. Так, ну значит, раз бастион закрыт и нам туда не суждено было попасть, когда откроется, непонятно. Там написано, что какое-то у него длительное обслуживание. Здание с правой стороны какое интересное. Искать. Я тоже не хочу. Кораблик, смотри, тоже отплыл. Здесь очень много людей ездит на велосипедах. Даже вот где мы поселились, в резиденции Марина, там процентов 90 все приезжают с велосипедами. Утром смотришь, они собираются на великах, куда-то уезжают, вечером приезжают. И вот по этой дороге, куда мы сейчас идем, там должна быть старая автомобильная дорога, которая закрыта. И по ней автомобили не ездят, но оставили ее открытой только для велосипедов и для пеших прогулок. Возможно, мы туда и идем сейчас. Тоже еще один причал. Прогулочные катера повсюду. Вообще озеро длиной, это мы сейчас находимся здесь на самой верхней части озера Гарда, а длина этого озера 70 километров. И прогулочные катера, прогулка на этом катере полностью по всему озеру, варьируется в пределах от 45 до 70 евро, я видел в интернете. Куда? Вот нашу резиденцию видно вот напротив на горе. Над резиденцией, вон там что, там это что, куда мы ходили. А вот, получается, вон другая, видишь, мы, скорее всего, вот это... Вот, туда Ну да, доходили. что 40 минут надо было туда идти, вот над резиденцией, там вот бетонная, видно крыша такая бетонная, форт
и от нее еще 40 минут надо идти на самый верх. Но там не так просто туда скакать, там туда люди должны тренированные ходить. И не в жару, конечно. Отсюда, конечно, кажется, смотри, что там такого? А когда ближе подъедешь, ступени там такие крутые. Так, ну что, идем дальше. На машины, когда смотришь, на номера машин, такое ощущение, как будто мы в Германии, да? Одни немцы здесь. Тоже еще статуя с правой стороны, интересная. Сверху там тоже. Туда можно подняться, да, ступеньки. Вот это внизу дорога, старая автомобильная дорога, она закрыта, о которой я уже говорил. Здесь машины уже не ездят, ну только там перекрыто. А сюда вот вверх уже идет дальше пешеходная дорожка, велосипедная дорожка. И с любой точки посмотришь на озеро, ну просто загляденье. На камеру, конечно, это все не передать, это надо видеть вживую своими глазами. Нам с Германии звонят, говорят, вернее спрашивают, у вас там в Италии, наверное, тоже сейчас холодно, потому что в Германии там Гевитер прошел, холодно, там 11-12 градусов. Ну, здесь уже как летом. Вот сейчас уже 11 часов дня, и на улице где-то градусов 30, наверное, есть. Несмотря на то, что вечером вчера прошел сильный дождь. С утра еще так было немножко прохладно, но сейчас уже солнце стоит высоко и жарит, будь здоров. Мы уже взмокли уже. Вот эта велосипедная дорожка, которая ведет вдоль озера, является тоже местной достопримечательностью. Люди со всей округи ради того, чтобы на велике прокатиться по этой дорожке, приезжают со всей округи. Дорога идет дальше, а мы дошли до вот такой вот смотровой площадки. Ну что, дальше надо ничего видеть. Надо просто идти. Это уже не спина за собак. Стефан, видишь, этот ветерочек прям хорошо плывает. И тенечек. Так, мне надо тут сфотографировать. Вот от этих ворот уже начинается такая неасфальтированная дорога, ну чисто для горных велосипедов. Пойду немножко еще дальше пройдусь, потому что мои отказываются идти. Вот внизу видно старый туннель, по которому ездили машины раньше. А тут надо мной прямо скалы надвисают. Да, масштабно здесь, красиво. Вот внизу опять туннель.
Видно, он местами выходит наружу, опять в скалу заходит, и там дальше опять он выходит из скалы, опять в скалу заходит. Велосипедистов здесь очень много ездит. Ну, сами видите, какая здесь красота. Мы перед тем, как сюда поехать, просматривали видео там, и некоторые умудрялись за один день посетить все места, увидеть весь город. Ну, я думаю, что это вообще невозможно, потому что мы здесь второй день, и мы еще даже внимания городу вообще не уделили. Это мы сделаем, наверное, вечером, когда будет не так жарко. Ну ладно, пойду назад. Дальше я только буду мешаться здесь велосипедистам. Сейчас идем назад и обратили внимание, что в таких, у этих, как они называются-то, лимоны растут. И деревья прямо усыпаны лимонами. Думаю, как они называются, горшки это называется. Копирую вот это. Говорит название, это, наверное,